Вы видели их сотни раз. Красно-белые шары, нанизанные на провода где-нибудь над рекой, над трассой, на выезде из города. И почти наверняка решили, что это для птиц. А теперь цифра. Такой шар бывает 91 сантиметр в диаметре. Почти метр. Колесо грузовика, подвешенное в воздухе. Висит он, как правило, вообще не на том проводе, по которому идет ток. И поставлен не для вас, не для птиц и не для красоты. Адресат у него ровно один. Человек в кабине летящей машины, у которого есть несколько секунд на решение. А в самом конце реальный отчет о вертолете, чей пилот эти шары успел заметить и все равно задел провод лопастью. Официальное название – авиационные маркерные шары, маркеры воздушных препятствий. В рекомендациях FAA, Федерального управления гражданской авиации США, они описаны предельно сухо. Устройство, позволяющее пилоту раньше обнаружить воздушную линию и избежать столкновения с ней. Раньше. Здесь главное слово. Не увидеть, а увидеть вовремя. И речь не про экзотику. Низко над землей каждый день работает целый флот. Санитарные борта, полиция, лесная охрана, сельхозавиация, вертолеты, которые облетают сами же линии электропередачи с инспекцией. 100-200 метров для них – обычный рабочий режим, а не аварийная ситуация. Вся история строится на одном неприятном факте. Опоры ЛЭП видно прекрасно. Провода между ними нет. И между «вижу две вышки» и «вижу, что между ними натянуто» лежит пропасть, в которую регулярно проваливаются вертолеты. Начнем с самого простого вопроса. Для кого? Шар не участвует в передаче электричества. Совсем. Он ничего не накапливает, не изолирует, не гасит искры и не работает громоотводом. Внутри пустота, пластик и стальной крепеж. Функция у него оптическая – сделать тонкую линию толстой. Картина такая. Санитарный вертолет идет на высоте порядка 150 метров, чтобы сесть на площадку у больницы. Полицейский борт тянет вдоль реки. Пожарный самолет заходит на сброс воды по склону ниже верхушек соседнего хребта. Все они работают в слое, где обычная гражданская авиация не летает вообще, между рельефом и проводами. FAA формулирует задачу маркера именно так – дать пилоту шанс обнаружить провода заранее и разойтись с ними. Не украсить линию, не подать сигнал наземным службам. Не отпугнуть никого. И вот первый переворот темы. Огромный яркий шар, который вы разглядываете с обочины, установлен не для вас. Снизу провода и так неплохо читаются на фоне неба. Шар рассчитан на взгляд сверху и сбоку, под тем углом, с которого линии просто не существует. Кажется, что не заметить LED невозможно. Стальные опоры высотой с 10-этажный дом, 6 проводов, широкая просека в лесу, которую видно на любой спутниковой карте. Проблема в том, что пилот может отлично видеть обе опоры и не видеть то, что между ними натянуто. Провод – это несколько сантиметров толщины на фоне леса, воды, серого склона или пасмурного неба. Контраст почти нулевой. При боковом солнце он вспыхивает тонкой нитью. При плоском свете исчезает полностью. Добавьте скорость, дождь, дымку, слепящее пятно на стекле кабины. Добавьте усталость в конце смены. FAA предупреждает об этом отдельно. Ниже примерно 500 футов, то есть около 150 метров, столкновение с проводами превращается в самостоятельную серьезную проблему. И далеко не каждая линия обозначена маркерами или вообще нанесена на авиационные карты. Значит, рассуждать в кабине по схеме «на карте пусто, проводов нет» нельзя. Шар решает задачу грубо и честно. Он превращает невидимую нить в цепочку огромных точек. Пилот в итоге видит не провод, он видит пунктир и достраивает линию у себя в голове. Тут возникает резонный вопрос: зачем вообще тянуть провода по воздуху, если они настолько опасны? Уберите под землю, и проблема снимется целиком. На коротких участках так и делают. В городе кабель уходит в траншею, и никаких шаров над кварталами не висит. Но именно там, где маркеры нужнее всего, подземный вариант отпадает первым. Через ущелье кабель не закопать, через широкую реку тоже. Во всяком случае не за те деньги, за которые натягивают провод между двумя опорами. Подводный переход стоит принципиально других сумм, ремонтируется неделями и требует отдельной техники. Замкнутый круг получается издевательский. Самые опасные для авиации места – реки, каньоны, широкие долины – это одновременно самые дорогие места для укладки кабеля в землю. И вот здесь, на мой взгляд, видна честная цена вопроса. Провод оставили в воздухе не потому, что так безопаснее, а потому, что закопать его дороже. Шар не столько элемент безопасности, сколько компенсация за экономическое решение.
Дальше вступает физиология. Глаз находит объект по двум признакам: контраст с фоном и угловой размер, то есть какую долю поля зрения объект занимает. Провод проигрывает по обоим сразу. Контраст низкий, угловой размер ничтожный. Мозг отбрасывает его как шум, примерно так же, как не замечает царапину на стекле. Метровая сфера ломает обе проблемы одним движением. Крупное пятно плюс резкий цветовой скачок. Ее не нужно искать сознательно, она сама цепляет боковое зрение. Окно времени при этом крошечное. У низколетящей машины расстояние между в поле зрения появилось что-то яркое, и это уже под лопастями, измеряется секундами, не минутами. Теперь про размер, потому что здесь ошибаются почти все. В действующих рекомендациях FAA для длинных переходов через реки, озера, ущелья, широкие открытые пространства маркер должен быть не меньше 36 дюймов в диаметре. Это 91 сантиметр, почти метр. Для препятствий поменьше допускаются сферы около 51 сантиметра. В отдельных случаях примерно 30. Сравните сами. Метровый шар – это стиральная машина, поднятая на высоту 20-этажного дома и подвешенная на тросе. С земли она выглядит как теннисный мячик, забытый кем-то на проводе. Вся разница в дистанции до наблюдателя. Размер тут не прихоть подрядчика. Его считают от того, с какого расстояния объект должен читаться человеческим глазом на скорости. Чем длиннее пролет и чем выше шанс встретить низколетящий борт, тем крупнее сфера. Чем позже пилот тебя увидит, тем меньше у него останется времени на маневр. Цвет тоже расчет, а не дизайн. Оранжевый отлично работает против зелени леса и против снега, но растворяется на фоне заката. Белый читается на темном хвойнике и пропадает в облаке. Желтый выигрывает там, где проигрывают оба. Один цвет всегда где-то слепнет. Поэтому FAA рекомендует чередование. Авиационный оранжевый, белый, желтый. Расчет на то, что фон под линией меняется каждые несколько сотен метров. Небо, облако, лес, вода, распаханное поле, скальный склон. На каком-то из этих фонов один цвет исчезнет, зато соседний в цепочке выстрелит. Если маркеров на линии совсем мало, требование другое – делать их оранжевыми. Отсюда ответ на вопрос, который наверняка возникал у вас на трассе. Почему на одной линии все шары одинаковые, а на соседней идет чередование? Это не вкус монтажников, это решение о том, на каком фоне их будут искать глазами. Висят они далеко не на каждой лэп, иначе страна была бы увешана цветными гирляндами от границы до границы, и вся система потеряла бы смысл. Маркер работает, пока он редкость и означает опасность. Вообразите такую сцену. Вертолет идет над рекой, не заблудишься. Рельеф читается, по сторонам открытое пространство, внизу ни проводов, ни вышек. Идеальный коридор. Именно поэтому река и оказывается самым опасным местом для встречи с линией. Там летят все. И энергетики перебрасывают провод через воду, тоже там, где удобнее, на прямом широком участке с невысокими берегами. Два удобных маршрута пересекаются в одной точке, на высоте. Маркируют как раз такие места. Переходы через реки и водохранилища, ущелья и долины. Открытые пространства без ориентиров. Подходы к аэродромам и вертолетным площадкам. Возле торцов взлетных полос требования жестче всего. В критических точках интервал между маркерами может сокращаться примерно до 9-15 метров. Шары идут почти вплотную, сплошной лентой. На обычных протяженных участках расстояние заметно больше, порядка 61 метра. Из этого следует любопытная вещь. По плотности шаров местность можно читать. Частая цепочка над водой, здесь ходят низко, регулярно. И кто-то однажды сел за расчеты, чтобы это место обозначить. А теперь деталь, которую не замечают, пока не покажут пальцем. Откройте в голове любую картинку лэп с маркерами. Внизу толстые силовые провода, по которым идут десятки и сотни киловольт. Выше, отдельно от них, тянется тонкий трос, грозозащитный. Он принимает удар молнии и уводит разряд в землю, чтобы тот не попал в рабочие провода. Шар чаще всего висит именно на нем. Соображение чисто авиационное. Пилоту нужна верхняя граница препятствия, самая высокая линия. Разойдешься с ней, разойдешься и со всем, что ниже. Поэтому FAA предписывает ставить маркеры на наиболее высоком проводе, а если верхних проводов несколько, шары чередуют между ними. Побочный эффект тоже полезный. Так распределяется дополнительный вес и ветровая нагрузка. Ни один трос не перегружен. Выглядит это парадоксально. Гигантская сфера, предупреждающая о линии электропередачи, сидит на единственном проводе, по которому в нормальном режиме не течет ничего. Расстояние между шарами не выбирают на глаз. Стандарт для многих протяженных линий не более примерно 200 футов, то есть 60
71 метра между соседними маркерами. Дальше начинается инженерия. Провод не висит неподвижно, он провисает, и величина провисания постоянно гуляет. Летом металл удлиняется от жары, и линия опускается. Зимой подтягивается. Ветер сносит ее в сторону, лед утяжеляет, собственный вес тянет вниз всегда. Точка, где в июле шар окажется на 150 метрах, в январе поднимется на несколько метров выше. Поэтому проектировщик считает не геометрическое расстояние между опорами, а реальное положение провода в разных условиях. И упирается в ограничение сверху. Навесить на линию сколько угодно килограммов нельзя. Каждый шар – это лишняя масса и лишняя парусность на конструкции, которой стоять десятилетиями. Задача формулируется жестко. Сделать линию максимально заметной, не перегрузив ее. Ночью цветной пластиковый шар бесполезен. Абсолютно. Поэтому существуют светящиеся авиационные маркеры, сферы с собственной подсветкой. FAA советует ставить их на крупных высоковольтных линиях, в частности от 69 киловольт и выше, там, где видимость нужна круглосуточно. Для линий пониже допускаются обычные, не светящиеся. Есть и второй подход, еще более зрелищный. Вместо подсвеченных шаров опоры оборудуют специальными последовательными проблесковыми огнями. Они срабатывают по очереди, от одной конструкции к другой, и рисуют в темноте направление. Сообщение для пилота читается мгновенно. Здесь протянут провод. Со стороны это выглядит как кадр из фантастики. Огни, бегущие над черной водой в 3 часа ночи из ниоткуда в никуда. Функция у них максимально приземленная. Есть у всей конструкции и слабое место. Шар живет на проводе годами. Солнце выжигает пигмент. Пыль и копоть садятся слоем. Краска тускнеет. Выцветший оранжевый на фоне осеннего леса оранжевым быть перестает. Маркер, которым никто не занимается, постепенно превращается в грязно-серый мячик и тихо возвращает линию в то самое состояние невидимости, ради борьбы с которым его туда и подняли. Про птиц отдельно, потому что путаница здесь массовая. На проводах действительно ставят устройства для птиц. Их называют Bird Flight Diverters, отводящие маркеры. Спирали, подвесные пластины, качающиеся яркие элементы. Смысл тот же по сути. Сделать провод визуально крупнее, чтобы птица успела отвернуть. Но огромные цветные сферы, о которых мы говорим, в первую очередь авиационные маркеры. Их диаметр, цвет и расстановка прописаны в авиационных документах, а не в природоохранных. При этом польза действительно двойная. Природоохранные материалы упоминают повышение видимости линий с помощью маркеров, как один из способов сократить число столкновений птиц с проводами. Так что они висят для птиц не совсем неправда. Это неправильное упрощение. Птицы здесь идут бонусом. И раз уж мы разбираем мифы, пройдемся по остальным быстро. Шар не показывает напряжение линии, по нему нельзя определить, сколько киловольт под ним. Не накапливает электричество, не гасит раскачивание провода при ветре. Не работает громоотводом, этим занят тот самый трос, на котором он висит. Единственная характеристика, которая действительно имеет значение – видимая площадь. FAA даже допускает маркеры другой формы, если их видимая площадь не меньше, чем у эквивалентного шара. Форма не сакральна, сакральна заметность. И все же у сферы есть преимущество, которое перебить трудно. Шар выглядит одинаково с любого направления. Плоская пластина под неудачным углом схлопывается в линию и пропадает. Флажок разворачивается по ветру. Спираль читается только сбоку. Круг остается кругом, откуда бы на него ни заходили. Никто не знает заранее, с какой стороны придет борт. Поэтому на переходах через воду висят не таблички и не ленты. Скажу честно, меня в этой истории цепляет именно нелепость решения. Мы сажаем аппараты на другие планеты и ведем самолет по спутнику с точностью до метра, а самую массовую опасность малой авиации закрываем крашеным пластиковым шаром. И он выигрывает у любой электроники, не требует питания, не отказывает и не нуждается в том, чтобы человек в нужную секунду смотрел на приборы. Стоит объяснить, почему столкновение с проводом вообще выделили в отдельную тему авиационной безопасности. Провод – это натянутая стальная струна. Огромная прочность на разрыв и почти нулевая заметность. В одном предмете машина приходит в нее на скорости всей массой. И дальше исход решают доли секунды и точка контакта. Остекление кабины, стойка шасси, лопасть несущего винта. Лопасть, не крыло. Это элемент, вращающийся с огромной скоростью и рассчитанный работать в чистом воздухе. Любой посторонний предмет в плоскости вращения переводит полет в нештатный режим мгновенно. Поэтому у явления есть собственное имя.
Wire Strike – столкновение с проводом. Отдельная категория со своей статистикой, своими рекомендациями и своими сценариями на тренажерах. Целая ветка безопасности выросла из того, что человек не видит стальную нитку в воздухе. И теперь тот самый случай. В отчете НТСБ, Американского совета по безопасности на транспорте, описан полет вертолета на высоте порядка 400 футов, примерно 120 метров. Погода испортилась резко, видимость упала, ориентиров не осталось. Стекло в каплях, горизонт исчез. Внизу однородное серое поле без деталей. Ни линии, ни тени, ни угла, за который можно зацепиться глазом. И пилот увидел впереди маркерные шары, не провода, шары. По ним он понял, что прямо по курсу линия электропередачи. Он попытался уклониться. Одна из лопастей все же зацепила провод. Вертолет после этого удалось посадить. Прочитайте эту последовательность еще раз. Сначала человек заметил цветные сферы, и только потом достроил в голове почти невидимое препятствие, способное разобрать машину в воздухе за долю секунды. Между «увидел» и «столкнулся» у него было несколько секунд. Эти секунды ему дали шары. Соединим точки. Метровая сфера. Чередование 3 цветов под разный фон. Интервал, посчитанный с учетом провисания провода при разной температуре. Подсветка на линиях от 69 киловольт. Расстановка, привязанная не к эстетике, а к речным переходам и торцам взлетных полос. Крепление на грозозащитном тросе, а не на силовом кабеле. Обратите внимание, из чего эта система собрана. Крашеный пластик, крепеж, таблица интервалов, 3 цвета. Ни радаров, ни автоматики, ни единой строчки кода. Самое дешевое решение из всех возможных. И одновременно единственное, которое продолжает работать в тумане, при отказе приборов и над незнакомой местностью. Существует все это по одной причине. Человеческий глаз не видит натянутый провод. Неплохо видит, при определенном свете и фоне не видит вообще. Целый пласт инфраструктуры выстроен вокруг признания собственной слепоты. Мы не смогли научиться замечать провод, поэтому повесили на него то, что не заметить нельзя. И мне это кажется самой взрослой инженерной идеей из всех, что встречаются на обочине дороги. Не требовать от человека быть внимательнее, не перекладывать на него ответственность за то, чего он физически не способен разглядеть, а молча переделать сам объект. Мы привыкли думать, что гигантские башни ЛЭП пропустить нельзя. Для пилота главная опасность не башня. Он может прекрасно видеть обе опоры и совершенно не видеть то, что между ними натянуто. Ровно в этот зазор и вешают 90 сантиметров крашеного пластика. Ни декорация, ни защита от птиц, ни накопитель энергии. Просто предмет, который кому-то однажды подарил 3 лишние секунды. А теперь честно, вы сами до этого момента думали, что они для птиц? Напишите в комментариях свою версию и расскажите, где видели самые странные шары в своем регионе. Над рекой, у аэродрома, посреди чистого поля. Ставьте лайк, если после этого ролика начнете разглядывать ЛЭП по-другому. И подписывайтесь, впереди другие объекты, мимо которых вы проходите каждый день, не понимая, зачем они вообще существуют.